Минус 680 рейта. А! Нормально. Лол. Приколы. Так, и что же нам делать? Там вроде как было написано, что подарки получают все. Подарок счастливчика. Что же это может значить? Можно поиграть на магическом джиггернауте. Я думаю, будет прикольно. Через скелетиков мы уже 300 лет играли. Сайленсер. Через дримкоилы. Ну, по сути, да. Как мне писал чел. Через дримкоилы и ульту Марси. Да, смотрится интересно. За счет разгона по скорости атаки. Потому что там анонимный дримкоил теперь... Чем быстрее скорость атаки, тем быстрее вылетают тычки. Но, по-моему, как-то не особо что-то. Че, ладно, погнали крутиться. Я думаю, будет интересно. О, удачу завезли. Что это может значить? На почту вроде ничего не прислали. Так, что же нам нужно? Кардстоперку взять. Для испепеления. Было бы прикольно, конечно, взять Магуса через косу. С кардстоперкой. Это реально магический джиггернаут жесткий. Блин, тут уже и Рики, или Шраки. Конечно, Шедориан против Рики хорошо подходит. Но дисперсия желательно против него, конечно. Но Рики с Giant Strike'ом и с куполом, мне кажется, лучше взять это. Будет явно неприятно. И если, конечно, ему Giant Strike не выпадет, тогда можно сказать, что Шедориан мне не пригодится. По идее. Что у нас там, золотой буст? Все, закончился. Нет, золотой буст все еще есть. Но... Удача кончилась. Ой, неудача, слава. Боевую славу обнулили. Хотя говорили, вроде как раньше обнулят. Но ничего не забрали. Золотой буст как был, так и остался. Что же нам взять? Ну, прикольно то, что вехи, по крайней мере, теперь есть. Хотя бы сколько-то можно прокачать, но... Unlocked all masteries. Типа, когда ты разблокируешь все вехи, то ты не можешь их разблокировать больше, только таким образом. Ну, тут классика. Я думаю, если было бы прикольно, если бы они завезли в обновлении, что, например, веху, например, если она у тебя не вкачана, качаешь не за 10 удач, там, например, а за 5 хотя бы. Да, чисто по приколу. Кажется, было бы прикольно. Что у нас там, Рики? Ясно. Ну вот видно, да, 689 рейта, он взял Рики, не нашел Giant Strike и благополучно ливнул. Правильно. Шедориан, получается, можно сказать, можно было и не брать. Вот тут 3700 рейта. Типа жесткий, походу. Видимо, сильно жесткий, походу. Беда. Мне кажется, ему нужно было сначала разбить тамбу, а потом уже ему разбивать лицо. Потому что тамба бьет... С одной стороны, кажется, мало, но нет. Тем более он еще и хп режет ей за счет дикея. Неприятно. В любом случае неприятно. Однозначно. Так, прокачаем, наверное, это. Покрутимся. Покрутимся в белом танце. Ну, здесь нетерпеливость в любом случае нужна, потому что у меня в основном основной урон будет как раз Blade Fury. За счет него снижаешь себе КД, увеличиваешь длительность за счет талантика. Там еще плюс 100 к урону Blade Fury. Было вроде 160.
Минус 3 секунды перезарядки Blade Fury. Офигеть. Неплохо. Там было раньше 160 корона Blade Fury, сейчас 100. Ну, тем не менее, все равно это неплохо. Более крипов вот спокойно можно собирать за счет Shadow Realm. Ты не знаешь, как проходить 1000 волн? Там резист 100% и не пробить. 1000 волн, те, которые вот здесь находятся в рекордах, они проходили за счет лича. Можешь посмотреть, у меня там был видос. Я уже на 10-м. Кто здесь еще умудрился подняться вверх? Я же был на 9-м. Наверное, кто-то из этих. Я не помню точно. Но вот эти волны, которые 1800, вот это вот, да, 900, это все за счет бага, ой, не бага, а наличия через чайник и сосульки. Там нужно искать способности, нужно так попроще. Брать Дарпакт или не нужно? Мне кажется, не нужно. Он не слэш, по крайней мере, как небольшая такая длительность. Потому что ты сам себе же продлеваешь жизнь ненадолго. На лече тяжело проходить. Можно, но тяжело. Мне интересно, что он не использовал против меня кнопочку. У него же как раз идеальная кнопка. Он просто нажимает на меня финсгрип и все. А он почему-то не нажал. На личе тяжело проходить именно вот 1000 волн. Для этого нужна прям идеальная реализация. Что за босс Ганима? Я таких не знаю. Конкретней. Блин, что мне еще вкачать? Разблокировать не могу. 45 удачи. Что мне вкачать? Устранение. Останется еще 25. Устранение и стальнуху. Контрмагия тоже закончилась. Или лучше вкачать гонца? Давайте, наверное, качаю гонца. И устранение, все. А, думаешь, босс... Не. Босс Аганим не то чтобы руинит. Не, ну как бы я согласен, то что... На Джаге? Какой на Джаге? Ну, сейчас, которая игра. Да, я ж откуда знаю. Не, если ты хочешь меня выебать, пускай. Еби. Не, я просто спросил. Мне интересно все-таки... Да ё-моё, блин, тут как раз... И моношилд. Моношилд для того, чтобы что? Для того, чтобы стакать. Подожди, FPS вроде нормальный, пинг более-менее. Что-то как будто подлагивает. Моношилд как раз под косу. Под косу с Магусом. С хардстоперкой. Но косы не было. Жаль. Подожди, там Магус был? Магус был. Косы нет. Жаль. Mysteries the impurities veil.
Я думаю, что 300 к мане будет не лишнее. Интересно, ты думаешь, тут нужен Магус? Для чего мне здесь Магус? Просто для того, чтобы Omnislash был бесконечным? Omnislash бесконечным не будет. Мне лично подсказывает, что здесь нет смысла брать Магуса. Здесь либо искать еще один подсейв хороший и брать Unstable, либо просто брать Slow Burn и переигрывать за счет обратки и, например, под Enrage какой-нибудь или False Promise через обратку. Магуса здесь не хочу брать. Хиллер? Нет, хиллер не поможет. Хиллер слабый. Он ничего мне не даст. У него, во-первых, и значения слабые. Вампиризм, магический вампиризм 25% увеличивается. Ну, да, под усиление вампиризма, вот магического урона, согласен, было бы неплохо, но это очень слабо. Даже если учитывать то, что здесь увеличивается вампиризм, это сильнее, потому что здесь также увеличивается 25%, но это дает тебе бессмертие на 1 секунду, и при этом еще увеличивает урон на 35%, чи на 25%. Да, получается бонус к урону 25%, еще вампиризм увеличивается на 25%. Берсеркер сильнее, чем хиллер. Гораздо. Это если у тебя там дохренище хп, может быть, еще поможет тебе хиллер, но не сильно. Не то чтобы сильно. Я вот думаю, Аганим взять для Shadow Realm, чтобы не выходить из него, когда ты будешь бить. Не, но Урса бегает правильно. Ему не нужно постоянно его бить, он должен бегать. Потому что так он хотя бы не получает урона. Колючки, если вылетают, стакаются, он может умереть. А так он просто бегает. В итоге небольшой такой харас происходит за счет из шока. Правда, дисперсию, если бы еще через шард. Blade Mill апнуть и все, и тогда можно изи. А через Enrage просто подходишь, нажимаешь Enrage, нажимаешь обратку и все. Там изи. Бристлбэк просто-напросто умрет. У Бристлбэка в основном это снижение урона за счет спины. Но когда у него вылетают колючки, он сам себя может и убить за счет того, что он не будет пробивать. Как я уже сказал. Либо в Enrage там куда-нибудь, да. Либо в Ghost. Потому что колючки именно физический урон имеют. that I might learn what worse mysteries the impurities veil. И, кстати, мне нужен вампиризм 100%. Либо искать какой-нибудь винер. Просто чтоб было. Инкерер. И, ну, вообще, Тинкерер с кольцом было бы шикарно. Но сюда, мне кажется, какого-нибудь винера. Но винера не завезли. Ладно, возьму каскейдинг, буду резать сопротивление магии, тоже неплохо. Под снижение сопротивления магии это изи. Закосплеить? Нет. Типа Сабзера намек на Mortal Kombat. По-моему, это как-то... Хотя... Не, ну как бы прикольно, да, но... В смысле там... Что? Подожди, базовый урон 265. Ну да. Уже 397 база. Пассивка не стакается с перкой, это между за счет снижения сопротивления должно стакаться вроде. Там какая-то херня была.
Я не понял, что это было. Там реально какая-то херня была. Вот это урончик, нормально. Там, когда я проходил крипочков, там видно было, что крипы вот как здесь, да, забагались и постоянно умирали. Я не понял, что это было. Это может на определенных крипах? Надо будет сейчас еще раз заметить. Там реально какой-то баг был. Что там с Зевсом, не пойму. Он что, АФКшит? А, ну у него первого нет. Зато торчерку взял. Да. Эта пассивка даже с мастером работает, потому что там уменьшение здоровья, а не заклинания и так далее. Там написано... Ну да, здесь написано, что категория урона нет. Флаги урона, уменьшение здоровья. То есть ты хочешь сказать, что эту пассивку гениально брать через мастера, чтобы просто увеличивать себе реген? Вот здесь крипы умирали. Это получается над ареной. Они просто умирали. Любимая стратегия. Но я уже миллион раз говорил, что я в основном люблю играть на легких героях, таких как Брistleback, да? Через снижение урона. Самая крутая страта. Ну да, вот забаганная херня какая-то. И вот здесь крипы умирали. Они просто вот здесь появлялись, как будто смерть крипа была. То есть вот моя зона, да, я видел, что здесь были крипы забагнутые. Но что это было, непонятно. Ну давай затестим, мне аж самому интересно. Посмотрим, затестим. Я думаю, в этом есть какой-то смысл определенный. Да чтоб тебя. Я даже подойти не смог. Почему такой радиус маленький? Мне всегда казалось, что у анонимного Omnislash радиус, по крайней мере, побольше. Но нифига. Радиус слишком маленький. А Зевс страдает. Нормально, что там? Давайте пострадаем, побегаем. С руки бить не нужно. Зачем? Бесполезная трата времени, да? Я же маг. Я буду кидать торчерку, буду кидать латин болт. С руки бить не буду. Зачем? А вдруг убьют? Не работает? Точно? Ты проверил точно? Что ж, увы. Ну, тут я могу сказать, что большинство героев ломают баланс. Тут его, по сути, вообще нет. Тут с уверенностью можно сказать, что любой герой может сломать баланс. Так что конкретному герою я не могу сказать точно, да, вот. Что конкретный герой все ломает баланс. Не могу так сказать. Знаю, что Рики, да, через Giant Strike, если ты находишь нужные кнопки, точно никакого баланса.
Или тот же Primal Beast, когда ты берешь гонец, у тебя скорость передвижения увеличится на 80%. Ты просто берешь Трампл, берешь Giant Strike, находишь какой-нибудь там тотем, ульту Марси, и все. У тебя урона с руки до хера, и ты просто бегаешь и всех испепеляешь. Изи. Даже тот же, например, Некрофос через Магуса и косу стакаешь, у тебя реген увеличивается. Берешь пассивку в лейте, там после 40 выберешь Аганим. И пассивка испепеляет всех. Изи катка. Без Аганима не понял, в смысле? То есть реально без Аганима не работает, с Аганимом работает? За бред. Вот это урона. Охренеть. Там получается, что с каждым разом все больше и больше урона. Потому что и здесь снижение сопротивления 20%. И здесь режется на полпроцента. Жесть, это урона. А как это работает, не пойму. Тут же написано, к уменьшению здоровья добавляется просто текущий урон от восстановления и все. Ну, от текущего восстановления просто добавляется урон. Почему он с Аганимом работает, без Аганима нет? Блин, мне аж самому захотелось проверить. Может, он просто не увидел, что он работает. Нормально, у тебя не работает, у него работает. Может, у него работает, потому что он не мастера взял. В смысле, что ты имеешь в виду? Здорово. Я дождался. Ура, да. Изи катка. Я смог. Блин, наверное, не то взял. Да не, мы затестим в любом случае мы затестим, просто нужно доиграть, по крайней мере, эту катку. С помощью Магуса дважды стакнуть? Не слышал. Не, ну вроде как кто-то говорил, но это бред. Может и можно. Я особо не проверял. Но перса, да, видел. Ну че это Аганим валяется, алло? А че... Не понял, че это Аганим валяется? Я такого ни разу не видел, что это такое? Как можно вообще Аганим уронить? Это он что, выложил предмет? Но перса в 1x6 видел, вроде как инвокера, что? Я ж не играл в 1x6, зачем мне? Мне нужно об этом знать? По-моему, мне не особо нужно об этом знать. Кстати, прикольно, у меня, получается, есть голем, который увеличивает урон на 35%. И крутилка за счет шарда накладывает эффект голема, ну, можно сказать, почти на всех, да? За счет этого увеличивается урон. Здесь увеличится урон за счет снижения сопротивления магии. Здесь за счет снижения хп. А здесь за счет того, что ты просто бьешь. Нормально. У меня, можно сказать, почти бессмертие. Не против чистого урона, не против дисперсии, но против магического урона, против тычек я
против обратки. Я ухожу в Blade Fury, нажимаю Shadow Realm, и у меня бессмертие. Почти. Если ударить, вылетит в этот момент с Магусом, и в тот же момент юзануть палец, подается 2 стака, за счет этого возможно. Ну и да, это именно пока крип не сдох, согласен. Может быть. Может быть. В смысле, больше вехи покупать нельзя? Покупать за что? Вехи ты не купишь. Как ты купишь вехи? Их только за счет удачи прокачивать и все. Рандомно разблокировать нельзя. В ульте Наги отнимается хп, и под ультой Абадона тоже отнимается, но ты не получаешь урона. Но хп отнимается в любом случае. Даже под флэш промисом. Даже в яйце Феникса. Фейс-шифте, вообще никак ты не забудешь. Это только если у тебя отнимается хп, ты нажимаешь ульту Феникса, по окончании действия он отхилит тебя. Или, например, Эклипс. Фу, не Эклипс, а таймлапс этого. Вивера. О, вот баг. Появляются крипы. Вот баг. Ля, Рошаны на тебя. Что это такое? Алло. До какой волны ты максимум доходил? Ну, сейчас у меня рекорд стоит 601. Вообще я проходил 1100 через баг. Без бага 760. 760, то я проходил на ОД. Сейчас 601 это на... По-моему, на Сайленсере. Если мне не изменяет память. Или на Леоне. По-моему, на Сайленсере. На Леоне я проходил 600. А, Рошан вышел погулять. Окей, понял. У меня вместо кнопки купить рандомную написано, что уже все вехи куплены. Но сейчас рандомно нельзя качать веху. Обновление завезли. Рандомно качать веху нельзя. Как бы ты ни старался. Дота все еще бета, это мы в курсе. Ну да, значит на Сайленсере. Я помню, что на Леоне я не смог пройти дальше 600, потому что как раз 600 была бруда. Сломала лицо. Ишь ты какой хитрый, ля, нифига себе. А тут да, тут у него как раз могущество через статы, да? И скорость атаки увеличится. Это сралк. Подожди, чем Агоним валяется, не пойму. Там, по идее, можно было и не нажимать. Подурял. Ну, для того, чтобы завести новый канал, это нужно придумать. Сначала новый канал, создать аккаунт. Только потом... Думаешь, прям конкретно в этом есть смысл? Может быть. Пока не думал.
Записать-то я могу, но для того, чтобы мне записать другую кастомку, мне нужно отдельный стрим запускать. Блин, нужно ли мне? Я вот думаю. Пока возьму так. Для перезарядочки 9,3. Вообще, конечно, Хардстопперка мне точно не нужна, мне нет смысла. Но как отдельный источник урона, чтобы снизить сопротивление магии, можно ставить. Но урона мало. Нет, онлайн особо не увеличится, поверь. Онлайн, чтобы увеличился, это нужно по-другому. По-другому реализовывать именно саму концепцию стрима. Изначально я понимаю, что здесь нужно привлекать людей. Вот это урон. Не-не, в доту я вообще не помню, когда последний раз играл. А, нет, я помню. Последний раз, когда я играл в доту, это было, когда раздавали арканы. Это еще, по-моему, в прошлом году, да? А, нет. Нет, это было где-то около полугода назад. Да, я играл, но для того, чтобы просто получить аркану и все. Мне неинтересно было. Ни победа, ни участие. Мне главное было просто получить аркану. Я выбрал на пуджа, и мне нормально. А так, я в доту не играю. 21-го? 21-го чего? Нет, новые скины не лутал. Да и ни за что. Я вот думаю, что мне взять гонца, чтобы быстрее бегать. Вот это он летает и гасает. Нормально. Ну да, конечно, я могу увеличивать себе интеллект для того, чтобы было больше урона. Это логично. Но если идти в жирочек, то лучше, конечно, ганслингера. Интересно. В жирочек для того, чтобы иллюминанс сильнее горел, выжигал лицом. Но что-то мне подсказывает, что все-таки... Блин, зачем я продал? А, господи. Не буду брать. О, ракетки. Ракетки для отдельного источника урона, да? Почему пиво темное? Так тоже знаю. Кстати, он сейчас не будет получать урона практически. О, я нашел новый абуз. Тогда это нереальный абуз получается. Ракетки плюс Omni Slash. Под Каскейн Аркану. 3100 урона. А, ну... Логично. Вообще изи. Я не получаю урона, он не отхиливается. Я режу ему сопротивление магии, чтобы увеличить свой магический урон. А в Omni Slash я бессмертный. Вообще изи. Помимо Вадота ни в какие. Блин, крутилка, кстати, под Рокет Бараж прикольно смотрится. Прям замечательно. Нехило так урона завозит. Пойдем, пожалуй, пока в жирочек. Я думаю, буду так... О! Опять ты! Ха! Игра решила слить Бристлбека. Единственная последняя игру, которую я скачивал, да, это был Starfield и Baldur's Gate 3. Starfield прикольно, мне нравится. Baldur's Gate не особо. Не особо люблю такое. А, ты вон что придумал.
все-таки он, сука, выиграл, потому что колючек до хера. Ну вот тут как? Ты об этом не будешь думать. Тут нужно было просто уходить. Либо нажимать ГОСТ, потому что как раз под ГОСТом я бы не получил урона. Ладно. Жаль. Про что я и говорил, что если Бристлбэк начинает выпускать колючки и пробивать, за счет того, что он будет просто отхиливаться, он пробивает, отхиливается, не получает должного урона. А, ну он еще дисперсию нашел. Ну ладно. Согласен, неплохо. Baldur's Gate мне не особо нравится. Вроде игра прикольная, но я такой жанр не люблю. Вот Starfield поиграть можно, но у меня пока нет времени, ни желания особого. Мафию 2 в 4-й раз. Неинтересно. А, не забудь, окей. Проверим. Ну, тут ошибка Никра у этого. Или Широка. Просто ошибка. Там ГОСТ нужно брать. Однозначно нужно было брать ГОСТ. Не, ну если логически подумать, здесь категории урона нет. Вот, не имеет категории урона заклинания. Вместо этого заставляют противника терять здоровье, из-за чего на способность не действует Master of Wells. Так тут для тупых написано. Из-за чего на способность не действует Master of Wells и Veil of Discord. По-моему, тут просто все черным по белому написано для тупых. Алло, что я делаю? Я зачем-то его ветра поднял. Че-то я, по-моему, слишком туплю. Мне реально интересно, чей это агоним валяется. А, то есть ты хочешь сказать, что без агонима работает, с агонима работает? Ну вот здесь написано, что на него не действует Master of Wells и Veil of Discord. Потому что категории урона нет. Но непонятно одно, здесь магический урон. По идее, если у тебя будет дохрена сопротивление магии, то Хардстоперка не будет дамажить много. Потому что магический урон. Логично, логично. Но на него не работает какое-либо усиление. То есть вот, Veil of Discord не работает, потому что нет категории урона. Хотя в Veil of Discord написано, что усиливает именно урон от заклинаний. А, то есть, хочешь сказать, и без огнема, и с огнем работает. Ну, окей, сейчас проверим. Написано, что не действует Master of Wells, поэтому логично должно работать. Лол. Найс урон. Не, ну прикольно то, что здесь 10 тысяч урона, да? 10к урона, 36 инсенсов. Здесь 24,5. То есть, по сути, Рокет Бараш тоже очень хорошо дамажит. Прям замечательно. А еще прикольно то, что у меня есть Grow Bow. Да, я не дальник. Дальность у меня так и не увеличивает.
скорость атаки мне бесполезна, потому что я маг. Но, когда у тебя есть базовое снижение сопротивления магии на 20%, под крутилку, под магический урон, под увеличение урона, это имба. Это слишком сильно. Я вот думаю, может пора что-нибудь поискать, какой-нибудь подсейвик. Какой-нибудь хороший подсейвик. Да, спасибо, игра. Это подсейв как раз. А, подожди, нет. Нет, это подсейв. Баджужа не уменьшает перезарядку на способность. Брушка? Каким образом брушка? Что ты такое говоришь? Брушка. Кстати, перезарядка 24 секунды. И 9. Ну, пускай 25, да? А так сколько? 22. Не, я понял, что имеешь в виду брошка. Она не должна снижать сопротивление магии. Следующий 5 атак наносит магический урон, снижающий сопротивление магии жертв на 20%. Ну там 5 ударов. Кстати, спасибо за инфу, я не знал. Ну, по крайней мере, здесь постоянный эффект. Без какого-либо там КД, без количества ударов. А здесь написано, что следующие именно 5 атак. И эффект висит сколько? 1 секунду, да? Нет, тут просто написано, что именно активный эффект. А сколько длительность, неизвестно. Ну, понятно. Сейчас сделаем вот так вот. По-моему, бесполезно. По-моему, реально бесполезно. Ну, а еще как слот занимает. Не очень. Ну, по крайней мере, мне здесь такое. Нормально, блин, а ты зачем опять? Нормально, да? Блин, мне нужен подсейв, да, Ice Blast прикольно. Глобалка. Silence. Не, у Global Silence тоже неплохая кнопка против магов каких-нибудь, да, которые нажимают кнопки. Ты раз, запретил кастовать, все. Нажать ничего не может. По-моему, Бристлбэк вообще насрать на урон. Называется, я твой урон труба шатал. Ничего не падает. Бесполезные варды. Подожди, он даже от Экалипса не умер вообще. Нормально, ну да, это Бристлбэк, что тут удивляться. Плюс дисперсия. 60, сколько? 68, да, процента? Да, нет, не 68, сейчас... Ну, пускай 64. 64% снижения урона. 64. Замечательно. По-моему, лучше не придумаешь. Сейчас, подожди. Он придумал страту. Ну да, я умираю. Мне нужен ГОСТ. Он придумал страту через лотус. Да иди ты в жопу, что ты меня типаешь, блядь, долбоёб. Да блин, что я делаю? Типает меня еще. Нашел себе самого легкого героя, что-то меня что-то там типает. Да типаешься. Смотри, чтоб типалка не сломалась. Он нашел обуз с лотусом.
Гений. Только что-то мне подсказывает, что у этого гения скоро лицо сломается. Нормально его там продамажило. Офигеть. Так это только... Это только Рокет Бараш. Это только Рокет Бараш. Хорошая игра. Замечательная игра. Как переиграть человека, у которого есть ветра? Просто берешь нулифайр и все, изи. Не, ну Rocket Barrage здесь смотрится хорошо. Я не могу сказать, что это идеальная кнопка, но под Cascadian Arcana это замечательно. Три секунды. Откуда ты знаешь, что здесь написано 3 секунды длительность? А, ну, тут написано, что следующий атака отравит жертву на 4 секунды. Из-за этого длительность эффекта. Или как? По-моему, это так не должно работать. Че, по идее, можно поискать какой-нибудь сейф. Конечно, это прикольная кнопка, но... По идее, все-таки можно поискать какой-нибудь сейф. О, против Бриста можно Демоник Пурш взять. Кстати, перезарядка 13 секунд, длительность 6. Она не бесконечная, но он все-таки может засейвиться и Shadow Dance, но это не от постоянного урона. Но мне кажется, что это, по идее, можно взять для снижения урона. Хотя оно мне как бы не особо-то и нужно. Там внизу, где изменение артефакта, типа написано про 3 секунды. Изменяет это между патчем. Phantom Province. А, это активно используется, да. Теперь уменьшает сопротивление магии актуальным атакуемых противникам 20%. Эффект действует 3 секунды и накладывается на нее до нанесения урона. Ну да, я понял, прочитал, окей. Не, ну там написано отравление, да, но это пассивный эффект. Он длится 4 секунды. Phantom Province больше не увеличивает скорость атаки. Ну и фиг с ним. Что, у меня урона нет? Где мой урон? Крипы уже пробивают. Ну да, у меня мало процентов усиления. Рост интеллекта 1,4. 500% ровно. Да, понял, как раз ракетки убрал, да, снизил себе урон. Логично. Просто в обратку. Или в дисперсию. Не, ну по идее, наверное, Демоник Пурш все-таки мне не особо нужен. Как бы с одной стороны я понимаю, что Демоник Пурш подойдет. Но боюсь,
Но боюсь, против Бреста ничего не даст. Рефракшн. Либо Айз Шторм. Купол поставил. Бесполезный. Хорошо, он купол поставил. Замечательно. Не, ну вообще, конечно, все-таки нет. А за шторм под каскадин Аркану не имеет смысла. Не, ну как источник урона именно физический, да, но не против Бреста тем более. По проверку окей. Да, она должна работать, почему нет? Блин, книжки. Предметы все... Предметы просто лишние. Все предметы лишние. Ван Рейдж. Нормально. На месте придумаешь страту? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду, на месте придумаешь страту? Да, крепочки бьют больно. Nice damage. Повторение, воскрешение. А что ты хочешь, чтобы я проверил, не пойму? В чем твоя логика? Кстати, Шадриал мне, по идее, можно убирать.
Да, ты постой возле крутилки, ты постой, молодец. Ты постой. Да, возможно. Не бейте, алло. Вы что такие жесткие? Бросалбеку с 3 проклятиями вообще насрать. Он говорит, у меня норм. Изи. Просто изи. Не, ну а что это за типы были, алло? Не, я, конечно, понимаю, оправданный тип, но когда типа, алло, ты какой, а? Слабак, типа. Это был точно намек на слабака. Так самое интересное, взял самого легкого героя, что-то там типает еще. Не, конечно, все понимаю, но пускай, ладно. Ауч. Тут уже брони не хватает. Немножечко.